Всем привет! Сегодня Андрей будет делать свекольник, холодный суп. Я постою рядом, посмотрю, как он это будет творить, а вы станете свидетелями. Мы начинаем! Так, Андрюша, здравствуй! Ты наше солнышко! Здравствуйте! Здравствуйте! Что у тебя в руках? Расскажи скорее. Это свекла. Что ты будешь с ней делать? Ох ты хороший какой мальчик! Давай, начинай прямо здесь. Для свекольника Андрей варит 4 яйца. Потом у него здесь еще 2 свеклы, да? 3 свеклы. Он их будет сейчас протыкать, чтобы они быстрее сварились, правильно? Нет. А что? Чтобы не лопнули? А, чтобы не лопнули. Это курица филе. Я буду делать потом отдельно курицу в духовке под сыром. А Андрей будет делать свекольничек вкусненький, хорошенький. Ла-ла-ла. Вообще Андрей делал уже свекольник как-то раз после дня рождения Максима. Было плохо, и нужно было что-то быстренько скушать, холодненькое, свеженькое и вкусненькое. И Андрей ходил вот в магазин, покупал все овощи, которые нужны для этого холодного супа, и делал себе супер-пупер супчик. Чё? А сколько ты времени потратил? Тогда часа 3, наверное, возил. 3 часа? Ну я долго просто, будуна, тяжело. С будуна очень тяжело, поэтому мы не советуем вам готовить свекольник на следующий день после того, как вы потусили. Это будет очень сложно и почти невозможно. Андрей продолжает делать что-то со свеклой. Андрей, что ты сейчас делаешь? Лайфхак, мальчики и девочки. Так, внимательно слушаем. Лайфхак. И вот эту штучку. Ты проткнул свеклу, положил ее в пакет, проткнул пакет и положил его в микроволновку. Ты будешь в микроволновке делать свеклу? Да, еще не. Ну давай. Все, ребятки. Свекла готовится сама по себе. Яйца варятся. Что нам следует дальше делать? Картофанчик. Картофанчик. Окей. Также Андрею потребуется сметана. Ему потребуется лучок-боровичок, огурец и картошка. За картошку он пошел. Пойдемте за ним. Андрюша, что ты там берешь? Картошку? Что там? Что там ты берешь? Да, господи ты, боже мой, блядь! Следом за поваром. Ту-ду-ду. Так, вот. 2 картошины. Я думаю, этого достаточно. Да? Думаю, этого достаточно. Вообще, ребят, я не люблю холодные супы. Я считаю, что они должны быть горячие. Андрей, конечно, со мной не согласен. У него своя пищевая база, а у меня своя пищевая база. Свекольник, вот этот... Что там еще бывает? Кефирник? Что там в кефире делают? Окрошку. Во, окрошку я тоже терпеть не могу. Я лучше съем окрошку как салат. То есть без кефира, без тана. И без всякого, да, оливье типа. Вот это я могу. А вот окрошку, свекольник, прям, фу, не могу. Но Андрей сегодня сделает себе супер-пупер супчик. Посмотрим, как это будет. И посмотрим на его реакцию, когда он его попробует, то, что сварит, и скушает. Андрей почистил уже 1 картошинку. Сейчас будет 2-я картошинка. Спонсор нашего показа — вода из фильтра. Вода из фильтра будет всегда в тренде. Сейчас включу свет. Андрей, на сколько времени ты поставил свеклу? 10 минут. 10 минут свекла варится в микроволновке. Не планировал ничего записывать, но так как Андрей сегодня готовит, сегодня воскресенье, я быстренько схватил телефон и решил снимать все, что он делает. Так что поставьте нам лайк, это будет супер-пупер круто. Яичко лопнуло. Яичко лопнуло. Я очень люблю грейпфрутовый сок. Божественно. Андрей, какой сок ты любишь? Томатный? Апельсиновый? Свежевыжатый. А, Андрей любит свежевыжатые соки, а я люблю пакетированные. Не, вообще свежевыжатые я тоже люблю, но мне вот что-то хотелось пакетированный. Сколько ты нарезал уже, какой-то молодец. Лайфхак номер 2. Лайфхак номер 2? Надо варить картошечку. Долго вот так. Надо варить. Берешь просто кубичком.
Прячься. И за несколько минуточек она вот сейчас быстренько тоже сварится. Где, микроволновки? Да, и никто... Не. А где? Кастрюлька, водичка. А. И никто не догадается, что вы ее сварили в таком виде, а не... А, вот в чем дело. То есть, чтобы быстро картошка сварилась, ее надо медленно, мелко порезать. И она сварится намного быстрее, чем крупными кусками. Ну слушай, ну это прям вообще... Я прям не знал об этом. Ну, в принципе, я буду каждый день так готовить. Так, Андрей ставит варить картошечку. Андрей взял парочку огурчиков и сейчас будет их резать. Ребят, нож купили этот в фикс-прайсе, он очень острый, режет прям вообще классно. Так что советую купить нож для овощей в фикс-прайсе. Никаких ссылок нет в описании, не слушайте его. Яйки сварились, и Андрей отправляет их под холодную воду. Струя воды, остуди яйки. О, у нас, кстати, свекла тоже сварилась. Как вовремя. Давайте откроем и посмотрим, что с ней случилось. У-ля-ля. Она там вся кипит, шуршит. И пузырь этот опускается. Ну, я имею в виду, пакетик опускается. Не потечет она? Ну, она только дырочка сверху. Дай-ка посмотрите. О, свекла. Никто не скажет, что сварилась в мультиварке. не запекли ее в духовке 40 минут. Ну, да. Главное, что внутри чисто. Почти. Обычно просто запекают. Обычно запекают? Ну, или варят. Обычно, типа, не знаю, печеные. Ну, типа, чтобы не варить, можно сделать в микроволновке. Мы это уже поняли. А что ты съел? Что ты мне не даешь? Не даешь? Слушай, съем. Не успел. Воскресенье сегодня, как я уже говорил, завтра опять на работу. Блин, пипец, выходные пролетают, ребят, вообще незаметно. Для кого ты живешь? Для кого я живу, да. Детей нет, животных нет, кошек нет, паучков нет. Я только жру, работаю, какаю и сплю. Андрей. Какаешь? Мне кажется, что это не то, что-то у меня какая-то программа поломанная. Поломатая у меня программа в голове. Как вы считаете, пишите в комментариях. Дей? Нет. Андрей еще забыл купить себе черный хлеб. Тостики. Он любит делать тосты для вот этого свекольника. Есть вместе с сухариками. Но у нас там остался прошлогодний хлеб. Там уже ему хана. Но я думаю, это все переварится и будет все прекрасно. Кстати, по поводу вот этих вот щек моих, я уже записался в кожно-неврологический диспансер. Пойду проверять опять, делать, наверное, анализы. Врач сказал, чтобы я сходил к ней на повторный прием через месяц, а прошло уже 2. Прикиньте, и я только недавно узнал, что 2 месяца я пользуюсь одной и той же мазью. Время пролетает вообще незаметно. Вообще. А тем временем Андрей закидывает огурцы в большую кастрюлю. А ты что, будешь варить огурцы? Да. Они варятся? Свекольники? Да перемешивать я тут буду, господи. Так у нас есть не кастрюлька, а желтенькое такое. Я хочу в кастрюлечку. Специально. Кастрюлю хочешь? Что такое? Ну ладно, делаю кастрюлю. Господи. Ну все, пока. До свидания. Фиг тебе. Никуда не пойду. Сейчас Андрей режет зеленый лучок-боровичок. Ну, что скажешь? Лучок-боровичок, скажу? Да. Феечка, лепесточек. Да, смотри, как ты очень аккуратненько режешь. Прям как надо. Тинь. Аккуратненькими движениями. Смотри. Картошечка варится. Превосходно. Так, Андрей теперь перекладывает зеленый лук вот в такую тару. Потом он насыпет сюда соль, да, ты сказал? За неимением ступки, соли перетрешь. И перетрешь, да? И еще чеснок. Вот
звучит очень интересненько. Андрей, а где ты нашел этот чеснок? Андрей, а где ты нашел рецепт свекольника? Извините. Где? Мне не заплатили. Где? Мне не заплатили за рекламу. Ну ты на ютубе нашел или на сайте? А, Единственное, я не стал запекать. запекать не стал? Ну, микроволновке. Дальше, я не знаю, разница есть. Запеченное стекла, либо так сделано. Да. Мы не будем указывать в описании все, что там Андрей делал. Ну, Просто потому можно что ты найти. ленишься. Просто можно, да, я ленюсь. Просто можно найти любой свекольник в интернете. Я думаю, у каждого может получиться. Что делаешь? Почему мусорку ты снимаешь? А что ты делаешь? Что? Я только отвернулся, ты уже что делаешь? Чесночок. Чесночок, боровичок. Режешь. С набора этих писательностей. Да. Пару зубчиков чеснока. Кадец. Вот тебе и нож из фикс-прайса. Нож из фикс-прайса прожил месяц. Я не советую вам покупать ножи в фикс-прайсе. Это плохой выбор. Всё. Варим, кашу варим. Чесночок, чесночок. Сейчас он пойдет вот сюда, вот в эту вот тарелочку. Тарелочку. Андрей, ну скорее расскажи, что ты будешь делать потом? После этого чесночка, боровичка. Не знаешь, потом. У тебя, получается, твои движения, они как-то хаотичны, да? Они не по порядку. Ну хорошо. Окей. Андрей, а сколько по времени делается свекольник? Я ебу, засекай, ты посмотрим. Тогда я делал 3 часа. Какой неожиданный ответ. Ну точнее, нас могут смотреть дети. Нас могут смотреть дети. Ну сколько он примерно? Пропаганду тебя посадим. 20 минут, 22 минуты. Сколько? Полчаса? Андрей. Час? Да нет, смотря как быстро мы можем... Если кто-то мне помог, например, свеклу Я помогаю почистить, тебе. Свеклу почистить, например. Я сейчас помогу, без проблем. Я пойду чистить свеклу, а то меня потом накажут. Сейчас я буду чистить свеклу, и вы будете мне моими свидетелями. Думаю, что что-то получится хорошее. У меня для этого есть перчатки. Сейчас я продемонстрирую вам лайфхак под названием Чистильщик Виктор. Во всех экранах ваших телефонов Чистильщик Виктор всегда поможет вам почистить свеклу. Вперед! Мне поможет чистилка для овощей и тарелочка. Начинаем чистить свеклу, ребята. Вообще чистим сначала по кругу, чтобы вы могли видеть, что вы почистили, а что нет. Потому что свекла все-таки, она одноцветная и очень сложно понять, Там все очень прекрасно. что вы почистили, а что не почистили. Вот, я чищу. Видите, я помогаю, а то меня потом накажут. Лучше делать как просят, чтобы потом не было проблем. No problem, Андрюша, no problem. Она горячая. Ай, блин. Я сейчас почищу. Все спокойно. У меня все под контролем. Почисти. Ну вот. Вроде бы почистил. Всего у меня 3 свеклы, и я должен почистить их за сегодняшний вечер. Ребят, вы все знаете прекрасно, что я снимаю редко «Готовим дома», вот эту вот нашу рубрику, но ее многие ждут. И сегодня вы можете увидеть, как мы вместе кашеварим холодный суп. 3 человека будут удовлетворены. Все 3 человека, Андрей сказал, которые Меня слышно. ждут, будут удовлетворены. Вот, осталась одна свеколка. Вот так. Говорю, почти не видно, ну ничего страшного. Ну вот и все, почистил. Ай, молодец. 3 свеколки. Я умница, ребят, я почистил 3 свеклы. Я помог Андрею избавиться от вот этого дерьма. Аплодисменты. Пока я делал свеклу, Андрей уже разминает
лук вместе с чесноком И все. и с солью. Также он снял картошку отварную и положил ее в холодную воду. Вот она уже тепленькая такая. Чтобы она остыла, потому что суп должен быть холодным. А он был продюсер, а я была музой. Наверное, все-таки была. Буду чистить яйца. Чистите ко мне мои яички. Мои яички. Чищу яйца. А можете чистить яйца и не смотреть на яйца? Я умею. Пам-пам-пам-пам. Ха-ха! Бэнь. Здравствуйте, мистер гинеколог-уролог. Что вы будете сейчас делать? Я пришел к вам на анализы, на процедуры. Расскажите, молодой доктор, что вы будете делать с пациентом? Что сейчас будет происходить, молодые люди? Что происходит? О май гад! О май гад! О, у нас юморок кому за 40. Андрей натирает свеклу через крупную терку. Вот заметьте, это крупная терка. Крупная терка. Я очень рад, ребят, что у нас на новой кухне много пространства для того, чтобы готовить. Это круто. Андрей сейчас добавит сок лимона в свеклу, чтобы она не потеряла свой цвет. Ну и чем кислее... Кислоты любой. Ну да. Чем кислее, тем лучше. Сейчас он это все перемешает и зальет водичкой. Так, мне доверили залить все холодной водой. Так, тут у нас сколько? Я иду заливать все холодной водой. Так, наверное, Давай. сейчас. Куда залить? Ну, сюда просто я думаю, сколько, на половину фильтра. Наливаю половину фильтра. Стой, наверное, сейчас посмотрим. Ну, еще чуть-чуть. Еще. Стой. Ну, ладно. Что будешь делать дальше? Его в морозилочку. В морозилочку, Охлаждать. чтобы он охладился. Вообще, я не ожидал, что приготовление холодного супа – это великое искусство. Не каждому дано это понять. Не каждому. Андрей положил свекольник. Прощайте. Как будто в морозилку. В морге. Да. Все, пусть стоит. Яички, укропчик, да, нужно порезать? А картошка? Все, перемешивается. А, все перемешивается вместе с огурцами. Вон там огурцы, видели? У нас какие-то хаотичные движения, хаотично все, да, это порезали, это сварили, это положили. Ну, ребят, любой рецепт вы можете найти в интернете. Андрей вот один раз сделал свекольник, и сейчас он его уже второй раз делает. И больше мы его не увидим. Яйки он режет мелко, да, ты режешь? Ну, кубиками. А, кубиками. Яйки режем кубиками. Мы обед на курице, и уже хана. Ее надо готовить срочно. Ничего страшного. Все равно это все переварится и выйдет. Теперь яйки Андрей добавляет вот всю эту массу. Картофельно-огуречную массу. Он добавил яйки. Теперь это все вот хранится вот здесь, в этой кастрюльке. Что потом ты будешь делать, Андрей? Укропчик ты хотел? Меня не фокусируется вообще на тебе. Камера тебя боится, стесняется. Не может тебя фокусировать. Андрей добавляет чайную ложку Чуть меньше, соли. наверное. Потому что вот эта штука очень солит, у тебя почти столовая ложка соли. А, здесь столовая ложка соли почти. Ага. Теперь Андрей добавляет почти всю чайную ложку черного молотого перца. Давайте не будем ходить вокруг да около, а посмотрим, что в конечном счете вышло у Андрея. Вот Андрей вытащил свекольник.
Свекольный рассол, я не знаю, что это такое. Растворчик свекольный, и сейчас будет все смешивать и кушать. Сейчас мы это все посмотрим, что это такое. У меня дерьмо какое-то на руке. Здесь уже сухарики готовы, как он любит. И накладываю сначала картошечку. Красивой тарелки у нас нет, поэтому... Это тоже нормальная тарелка. Что есть? Мы купили половник, и это огромный плюс в квартире теперь. Что мы можем накладывать суп половником, а не столовой ложкой. Соленый. Какая красота! Красота! Слушай, ну прям вообще. Ну, Андрей, я поздравляю тебя с этим потрясающим блюдом. Свекольник. Ну, давай, пробуй. Да, они музыку из этого. Мы тут познакомились с тобой, Роза, да, Джек, да, Бульк. Ну, приятного аппетита. Спасибо большое, ребят, что досмотрели этот выпуск до конца. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну и добавляйтесь на телеграм-канал, ссылка под этим видео. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Донатьте деньги. Пока. Всем пока. А это мой ужин. Курочка под сыром с помидорками. Приятного аппетита. Ту-ду-ду-ду.